В продолжении нашего короткого цикла, посвященного животным ледникового периода, сегодня мы познакомим вас с самыми опасными хищниками того времени. Мы расскажем о том, как и почему они стали доминирующими животными своих регионов, чем отличались от своих предков и кто из нынешних обитателей планеты является их потомками. Также вы узнаете, когда мамонты и саблезубые тигры снова будут бродить по сибирским просторам. Ужасный волк. Эта разновидность плотоядных животных ледникового периода представляет исключительно Северную Америку. Считается, что именно этот континент является родиной семейства псовых. Они появились около 40 миллионов лет назад. Род Канис, к которому относятся и волки, и собаки, образовался примерно 6 миллионов лет назад. Примерно в это же время выделилась эволюционная ветвь ужасного волка. Часть его предков через будущий Берингов пролив перебралась в Азию и расселилась дальше, вплоть до Африки. Именно от них в результате многих тысяч лет эволюции произошли современные полосатые шакалы. Оставшиеся на американском континенте предки ужасного волка были вынуждены конкурировать с другими псовыми. В результате они заняли нишу охотников за крупными копытами. Для этого им самим пришлось стать самыми крупными псовыми в истории планеты. Сейчас по размерам их превосходит всего несколько пород собак, выведенных людьми. Средний вес самца жуткого волка достигал 68 килограммов, а их максимальный вес, по некоторым оценкам, мог составлять 110 килограммов. В длину они вырастали более 170 сантиметров. Эти монстры были распространены почти до самых границ ледника. Основной добычей ужасных волков были лошади, бизоны, верблюды и велороги. Также они могли питаться падалью. Стаи этих хищников составляли серьезную конкуренцию с мелодоном и американским львам. Вымерли ужасные волки около 13 тысяч лет назад из-за изменений климата в регионе вслед за сокращением кормовой базы. Неприхотливые в еде и менее крупные серые волки вытеснили их на всем ареале их обитания. Пещерная гиена. Пещерной принято называть один из подвидов пятнистой гиены. Отличительной чертой этого подвида были более крупные размеры. Они могли весить до 100 килограммов, что в среднем в 2 раза превышает вес других разновидностей. При таком весе эти хищники вырастали до 1 метра в холке. Обитали пещерные гиены по всей Евразии, от Пиренеев до Дальнего Востока. Как и другие виды гиен, пещерная разновидность относилась к активным охотникам. Основой их рациона были лошади, реже бизоны и шерстистые носороги. Находки в некоторых пещерах говорят о том, что их попеременно занимали то гиены, то неандертальцы. В одной обнаружено даже изображение пещерной гиены. Но, судя по количеству найденных человеческих останков со следами зубов этих хищников, чаще всего конкуренцию выигрывали именно четвероногие, а не двуногие хищники. Гоматерий. Эта разновидность саблезубых кошек во времена ледникового периода была одной из самых распространенных на планете. Останки гоматериев находят по всей зоне тундра-степи от Европы до Аляски, хотя самые южные гоматерии обнаружены на территории Венесуэлы,
южнее современной границы США и Канады. Они, вероятно, не могли конкурировать с более крупными смелодонами. А вот в приполярной зоне других саблезубов не проживало. По своим габаритам гоматерий сопоставим с современным африканским львом. Эти кошки весили до 190 килограммов и вырастали более 1 метра в холке. Передние лапы были длиннее задних, хвост коротким, как у рыси или медведя. Строение конечностей и наличие невтягиваемых когтей говорит, что гоматерии, скорее всего, были отличными бегунами. Жили они небольшими прайдами и специализировались в основном на крупной добыче. В пещере Фризенхан в штате Техас, США, были найдены скелеты более 30 гоматериев и останки почти 400 молодых мамонтов, ставших добычей прайда за время проживания в ней. Пещерный лев. Еще один представитель семейства кошачьих, широко распространенный в северном полушарии во времена последнего оледенения. Ранее считалось, что пещерный лев является одним из подвидов льва африканского. Но генетические исследования показали, что это не совсем так. Первые львы появились в Африке примерно 1,5 миллиона лет назад. Произошедший от них мазбахский лев жил в Европе и Южной Сибири, начиная с 700 тысяч лет назад. Похолодание климата привело к появлению пещерных львов, способных жить в более суровых условиях. Через Берингею он достиг Северной Америки, где от него позже произошел американский лев. Пещерный лев был мельче, чем мазхабский или американский, но по габаритам превосходил современных африканских львов. Его тело без учета хвоста имело длину до 2,5 метров, а весить он мог более 300 килограммов. Отличительной чертой этого вида было полное отсутствие гривы. Его основной добычей были северные олени, реже лошади и овцы-быки. Иногда пещерные львы нападали и на медведей. Достаточно узкая охотничья специализация как раз могла повлиять на их вымирание. Кроме костей этого животного, в распоряжении изучающих его ученых имеются подробные первобытные рисунки на стенах пещер. Также узнать, как выглядел этот зверь, можно по найденным в вечной мерзлоте телам 4 львят, которые очень хорошо сохранились. О них и других обнаруженных в вечной мерзлоте животных мы подробно рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Пещерный медведь. Этот гигант, наряду с мамонтом и саблезубым тигром, является одним из символов фауны ледникового периода. Пещерные медведи являются отдаленными родственниками современных бурых мишек. Их эволюционные ветви разошлись около 1 миллиона лет назад. Отличительная черта пещерного медведя – это его огромные размеры. Сейчас сопоставимыми параметрами обладают медведи с острова Кадьяк. Следовательно, можно предположить, что, встав на задние лапы, он достигал 3 метров и мог весить до 500 килограммов. Изучение зубов пещерного медведя показало, что эти звери предпочитали растительную пищу – коренья, ягоды и сочные травянистые растения. Конечно, при случае он мог задрать оленя или бизона. Злую шутку с этими животными сыграла привычка обустраивать берлоги в глубине пещер. Следы их когтей обнаруживали на большом удалении от входов в пещеры. Попасть в такие места можно только с огромным трудом. Но, вероятно, пещерные львы, а позднее и люди, нападали на медведей во время спячки внутри пещер.
Это вполне могло стать одной из причин их исчезновения с лица планеты. Арктодус – гигантский короткомордый медведь. Это животное считается самым крупным хищником мамонтовой фауны. Подсемейство короткомордых медведей отделилось от основной эволюционной линии еще в Миоцене. Обитали предки Арктодуса в Северной Америке. Когда 2,5 миллиона лет назад образовался Панамский перешеек, часть популяции перебралась в Южную Америку. От них произошли современные очковые медведи, самые травоядные медведи на планете. А вот северные представители подсемейства около 800 тысяч лет назад превратились в настоящих монстров. Рост гигантского короткомордого медведя в холке составляет 1,5–2 метра. Если судить по следам когтей в пещере Ривер-Блуф, штат Миссури, США, расположенным на высоте более 4,5 метров, то высота Арктодуса на задних лапах была не ниже 370 сантиметров. Весили такие гиганты более 950 килограммов, а возможно, среди них попадались экземпляры с массой до 1400 килограммов. Также арктодусы отличались выносливостью и могли бегать со скоростью до 40 километров в час. Считается, что Арктодус не был суперхищником своего региона, как, например, современный белый медведь. Да, он мог охотиться на бизонов, мастодонтов и молодых мамонтов, но при этом, как большинство медведей, был всеядным. Чем севернее обитали гигантские короткомордые медведи, тем больше мяса было в их рационе. Смилодон. Именно этих крупных кошек времен ледникового периода принято называть саблезубыми тиграми, хотя с точки зрения науки это название является некорректным. Представители рода Смилодон проживали на территории Северной и Южной Америки в период с 2,5 миллионов до 10 тысяч лет назад. Наиболее вероятным их предком был Мегантерион. Эволюционные ветви этих родов разошлись около 22 миллионов лет назад. По габаритам смилодоны были сопоставимы с современными львами или тиграми, но отличались более плотным и крепким сложением, широкими лапами и коротким хвостом. В зависимости от вида, весить эти крупные кошки могли от 160 до 400 килограммов. Длина верхних клыков самого крупного вида смилодонов вместе с корнями составляла 28 сантиметров, а их пасть могла распахиваться под углом до 120 градусов. Скорее всего, смилодоны были засадными хищниками. Они обитали в лесах и специализировались на крупных травоядных. Основу их рациона составляли молодые мамонты, мастодонты, степные зубры и лошади. Жили и охотились они в одиночку или небольшими смешанными группами. Причиной их вымирания, скорее всего, стало истребление кормовой базы появившимися в регионе людьми. Мегалания. Во времена ледникового периода жизнь кипела не только в северном полушарии планеты. К югу от экватора тоже были свои гиганты и свои суперхищники. Мегалания успешно совмещала в себе оба этих качества. В плейстоцене эта гигантская ящерица была крупнейшим плотоядным существом на всем австралийском континенте. За время их изучения выдвигались разные предположения об их габаритах. Длина тела варьировалась от 3,5 до 9 метров, а масса от 330 до 2200 килограммов.
Учитывая схожую экологическую нишу, мегаланию чаще всего сравнивают с современным комодским вараном. Она отличалась более массивным и более гибким черепом, а также более крупными зубами. Кроме того, у мегалании на голове имелся гребень. Появились эти существа более 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Так что теоретически первые австралийские аборигены вполне могли видеть это чудовище вживую. Считается, что охотились мегалании в травянистых саваннах и небольших лесах. Как и комодские вараны, они предпочитали нападать из засады, обездвиживая жертву при помощи укусов и ударов хвоста. Возможно, мегалании не брезговали падалью или могли отбирать добычу у других хищников. В это время конкурентами этих гигантских рептилий за звание главного хищника региона были другие крупные вараны, сумчатые львы, некоторые виды крокодилов. Вероятно, молодые особи мегаланий были достаточно легкими и подвижными, чтобы охотиться даже на кенгуру. Добычей взрослых варанов становились более крупные и медлительные представители мегафауны. Орел хааста. Эта птица обитала исключительно в Новой Зеландии и была самой крупной летающей птицей своего региона. Орел хааста был почти в 1,5 раза больше самой большой современной птицы – южноамериканской гарпии. Размах его крыльев превышал 2,5 метра, а весил он от 10 до 14 килограммов. Охотился орел хааста в основном на все разновидности птицы моа. Наземных хищников на этом большом острове, за исключением небольшого вида гекконов, не было. Поэтому этот вид орлов вполне можно назвать местным суперхищником. В легендах маорийцев эта гигантская птица часто выступает в качестве людоеда. Учитывая ее габариты, можно предположить, что как минимум с ребенком орел хааста вполне мог справиться. Считается, что он пикировал на свою добычу сверху, вонзая когти в голову и шею. Для своих размеров эта птица обладала достаточно короткими крыльями и вряд ли была способна к длительному парящему полету. Но в условиях лесистой местности это было ему не очень нужно. Вымер орел хааста исключительно по вине человека. Мало того, что местные племена охотились на эту птицу, так они еще и очень быстро истребили всю ее кормовую базу. Многие представители фауны ледникового периода и сейчас обитают в разных уголках нашей планеты. Олени, овцы-быки, яки, лошади и даже двугорбые верблюды, а также волки, лисы, рыси и другие более мелкие хищники сменили прописку. Но все равно прекрасно чувствуют себя в современном мире. Сохранились на Земле многие грызуны, птицы, рыбы, насекомые и растения той эпохи. Поэтому ученые давно загорелись идеей восстановления уникального ландшафта. В 1997 году эколог Сергей Зимов в качестве эксперимента создал в Якутии плейстоценовый парк. Пока что там живут зубры, бизоны, овцы-быки, якутские лошади, лоси и северные олени, а также другие виды, сохранившиеся с ледникового периода. Постепенно типичная для мамонтовых степей экосистема становится на этой территории реальностью. При этом японские и корейские ученые при помощи генной инженерии активно пытаются возродить мамонтов. Говорить о том, что скоро эти мохнатые слоны снова будут бродить по Сибири, пока рано.
А вот возрождение пещерного медведя, степного зубра или дикой лошади уже не кажется фантастикой. Как всегда, в завершении ролика мы благодарим тех, кто досмотрел его до самого конца. Если вы хотите узнать, как выглядели и от кого произошли другие животные, населявшие нашу планету в разное время, советуем ознакомиться с предыдущими выпусками канала «Эпоха динозавров». Также из них вы узнаете о происхождении человека, особенностях развития человеческого общества и современных экологических проблемах.